Время ржать! Если не подпишешься, я приду за тобой. В натуре. Теперь мы есть и на Бусти. Все видео параллельно выходит там, а также вы там найдете эксклюзивный контент. Подпишись и поддержи проект. Ссылка в описании. Утром волк пришел ко льву. В пещере за Дастарханом сидели лев и медведь. Опа! Чё это вы с утра медовуху квасите? Чё за праздник? Ну, во-первых, Кинкелес, надо здороваться. Или ты чё со мной проснулся? Во-вторых, не праздник, а нервы лечим. Из Вянки Басота! Здорово, лев! Говорят, ты меня искал? В смысле здорово, лев? А я чё тут статуей, что ли? Да вы чё в натуре не с той лапы встали, что ли? А чё, не нравится, когда тебе предъявляют? Да я вообще не вкурил, чё за гнилой базар с утра. Вы чё тут огненной воды перепили? За здрасте мне решили предъявить. Да мне до этого здрасте. Храк-птьфу и растереть. А вот в хате плевать нельзя. Это плевок на весь уклад жизни зверей. Опа! В натуре! Из Вянки запарился! Парятся только за бараком. Я что-то не понял. Мы вроде как не за забором. Это воля, если что, и не надо мне тут комбайн в уши загонять. Вот я сейчас с тобой на эту тему и поговорю. Короче, педагог, ты какого хрена учишь всех пальцы гнуть? Не понял. Чё ты не понял? Ну это, про пальцы. Он имеет в виду пальцы веером, сопли пузырем. Так это, а кого я учу? Ты погляди на него, Мишаня. Он еще спрашивает, кого он учит. Ты слышал, как еж общается? Да даже хрен с ним, с этим ежиком. Ты на эту Маргаритку, свина, посмотри. Не успеем глазом моргнуть, как он уже предъявлять начнет. Мне в лесу еще не хватало, чтобы какой-то дырявый мне за жизнь лечил. Так, а я-то чё? Ну, иногда мы в картишки перекидываемся и все. Походу, там и запоминают мой базар. Я, блин, чё, их за парту, что ли, сажу и вдалбливаю им за феню, что ли? Я что-то не понял. Ты еще уже и со свином катаешь. А вы случайно там с одного стакана не полоскаетесь? Ты дурак, что ли? Я со свином не играю в карты. Он, падла, походу, до сих пор мою книгу блатной речи читает. Слышь, ты трипер блуждающий. Ты кого дураком назвал? А ты чё буровишь не по теме? Ты лично видел, чтобы я со свином в карты играл? Слышь, ты скалопендра. Ты для начала рот правильно научись открывать. Ты сам только что сказал, что ты с ними в карты играл. Я имел в виду ежика и коня. Ты сам-то для начала уточни, прежде чем свою вонючую пасть открывать. Ой-бой, лохудра, ты ручник натяни. Тебя несет, как лося по кукурузе. А то я сейчас встану и натяну тебе глаз на жопу и заставлю моргать. Слышь ты, шерсть, я в законе, я таких, как ты, на колени ставил. Пока ты у своего отца в яйцах болтался, я уже лес валил. Да у меня золотые купола под шерстью на всю спину набиты золотыми чернилами. А ты тут сидишь и нарезаешь передо мной. Слышь ты, придурок, ты что думаешь, они тебя спасут, что ли? Я сейчас встану, загну тебя и засандалю тебе так, что твои купола треснут. Ну, давай, мешок блох, вставай. Посмотрим, кто кого на свой купол натянет. Ну-ка, катакпасы оба тишину поймали. Короче, Серый, ты понял, что я до тебя донести хотел? Не, ну ты чё в натуре? Я как по-другому общаться-то буду. Это же у меня в крови. Я по жизни блатной. Я теперь чей за пару лохов должен образ жизни менять, что ли? Слушай сюда, Амбас. Я за твой образ жизни ничего не говорил.
Двигайся как хочешь. Я тебе за твой лексикон пытаюсь пояснить. Да чё ты ему поясняешь? Он же тупой, как сибирский валенок. Лучше разреши мне ему в жбан дать. Слышь ты, гостиница для вшей засохни, пока я тебе сам твой рыльник не сломал. Басен Сыгин, я чё сказал? Молчать всем. Ни о чем прет в натуре. Слышь ты, пес смердящий, если я попру, тебя не соберут. Заткнитесь оба. Если еще раз хоть одна фраза вывалится из ваших косых хлеборезок, я вам обоим развалю ваши часовни. Короче, Серый, мне плевать, как ты базаришь, но чтобы я больше не слышал блатного базара от других, особенно от свина. А как я заставлю их? У нас в лесу, между прочим, свобода слова. Это не я, ты как-то сказал. Ты давай поумничай еще. Короче, я все сказал, спрос будет с тебя. Лев, ну ты чё в натуре? Все, базар окончен, шуруй отсюда. Ежик так и не угомонился. Он со своим топориком бродил по лесу в поисках иноземцев, которые его немного огорчили. Забыв про инстинкт самосохранения, он забрел на территорию трахмашины. Опа! Наконец-то я вас нашел! Ну, держитесь, чучундры! Сейчас я сниму с вас скальп и вытру им жопу! Опа! Эй, какого хрена? Слышь ты, жуть! Ты чё, заблудился, что ли? Слышь ты, собака стероидная, ну-ка быстро отпустил правильного пацана на землю! Не понял. Чё ты не понял, орк вонючий? Ты хоть осознаешь, на кого ты сейчас хлебушек святой крошить собрался? Ты дебил, что ли? Ты сам-то понял, где ты находишься. Ты на моей территории, вонь. Я из тебя сейчас буду делать мочалку для пяток. Слышь ты, фраер ушастый, я в законе. Мне такие, как ты, на пересылках ногти на лапах стригли. А ты тут стоишь, буровишь. Ты сначала выясни, кто перед тобой стоит, прежде чем его за загривок к своей морде подтягивать. На тюрьме ты бы у меня парашу языком вылизывал. Я тебя, падлу, как чемодан пересыльный использовал бы. Ты бы у меня из камеры в камеру шпульканутым по жизни носился бы. Каждое утро ты бы мне писю чамал. Короче, шакал лесной, если ты сейчас же не спустишь меня на землю, то вот этот топорик припаркуется ровно между твоих рогов. Красавчик! А теперь... Иди проспись, борзота. Ну что, мои станочки любви, наконец-то мы одни. Сейчас я буду... Привет! Какого хрена? Чё это у тебя ежики тут летают? Слышь ты, лошадь, вы чё, совсем страх потеряли, что ли? Шляетесь тут, как у себя дома. Да, я на минуту заскочил, я медведя ищу. Ты чё, гонишь, что ли? Какой в задницу медведь? Пошел нахер отсюда. Не кричи, я сейчас уйду. Я смотрю, ты иноземцев выловил, а я, кстати, их встречал. Вон тот смуглый очень опасный. А ты чего с ними делать собрался? Не уж того, ну это самое. Ты только смотри поаккуратней с ними, можно что-нибудь подцепить. Ты бы сходил ко мне в палатку, взял бы пару резиночек. Ну ладно, пойду я, мне надо срочно медведя найти. Когда-то это место наводило ужас. А теперь ходят тут всякие, насаживать спокойно не дают. Стоп! А ведь он прав. Надо взять резинки. Тем более я обожаю запах горелой резины по утрам. Привет! Я не понял.
Вы чё, совсем, что ли, все охренели? Ты-то тут чё забыл? Я тут по поручению льва. Он попросил меня проверить лес на наличие бардака. Считай, что ты уже проверил. Теперь иди отсюда. А ну, погоди! А кто это у тебя там привязан? Что-то я их не признаю. Слышь ты, Ишак, если ты сейчас не свалишь отсюда, то ты больше вообще никого и никогда не признаешь. Я не ишак, я осел. Еще секунда, и ты будешь никто. Хорошо, я ухожу, но я вернусь со львом. Вот тварь, Токулдак сраный. Надо сваливать отсюда. Шарясь по лесу, конь все же нашел медведя. Медведь после банки медовухи, как обычно, не дошел до берлоги. Какой ужас! Мишаня, ты живой? Вроде храпит, да, точно храпит. Ну, слава богу, живой. С другой стороны леса, рассекая своей елдой, ветер бежал лось, как ошпаренный. Опа! Здорово, конь. А ты чего тут делаешь? Я его искал, а ты куда так бежал? Так это... Белка сказала, что медведю плохо. Вот хотел помочь. С ним все хорошо, он просто пьяный в сопли. Понял. А ты чё такой возбужденный-то? Со стояком бегаешь по лесу? Какой стояк? Это же меня за писюня анаконда укусила, еле выжил. Чего? Какая анаконда? Да у нас в лесу кроме уже ничего толком не водится. Да пофиг, зато смотри, как опух. Боль ушла, а опухоль осталась, мощный стал. Убери эту гадость, ужас. Да ладно тебе, не истери. Ты это? Слушай, иди давай домой, а я сам медведя отнесу. То есть, как иди домой? Я вообще-то с ним поговорить хотел. Потом поговоришь. Иди давай домой, а я тут сам разберусь. Это с кем ты разобраться решил, чучело? А лев, здорово. Да я это, медведя до дома отнести хотел. Да неужели? Он врет, 100% он его чпокнуть хотел. Как чпокнуть? Это же подло. Как можно так поступить с бесчувственным телом? Слышь, ты жертва аборта. Ты чё только вчера в этот лес въехал? Конечно же нет. Что за глупые вопросы, Лёва? Это у меня то глупые вопросы. Тебе, дураку, уже пора знать. Если где-то лежит бесчувственное тело, значит, где-то рядом лось. Короче, некогда мне с вами, дебилами, разговаривать. Давайте берите его втроем и несите эту тушу в берлогу. В смысле втроем? Я не пойду. Слышь ты, сын веселого пекаря, тебя чё, кто-то спрашивает, что ли? Ну, Лев, почему я должен с ними идти? У меня вообще-то свои планы были. Ты чё, пугало? Какие нахрен планы? У тебя с утра был один план. Ходить по лесу и выявлять вот таких вот катакпасов, как ты сам. Пасть закрыл. Ляпнешь еще что-нибудь, и я тебе твое грызло сломаю. Короче, как отнесете этот мешок блох до берлоги, ты конь. И ты осел, останетесь с медведем, пока он не очухается. А ты, детеныш солнечного зайчика, чтобы вечером пришел ко мне, я с тобой поговорю душевно. Облом. Тем временем трахмашина дотащил горилл до домика бобра. Бобер! Выходи, бобер! Слышь, бобер! Что случилось? Слышь, бобер, мне надо с моими друзьями где-нибудь перекантоваться. А, я-то тут при чем? У тебя же своя пещера есть. Считай, что у меня ремонт. И вообще ты мне должен, или забыл уже? Нет, не забыл. Но вы же в мой дом не влезете.
Зачем дом? Нам и твой сарай сойдет. А в ящике что у тебя? Это презервативы. А немало-то взял с собой. Ты давай поумничай еще. Да шучу я. Погоди, сейчас ключи от сарая принесу. Так, сбежал уже Гондурас. Интересно, что за иноземцев он поймал. Ладно, попозже еще зайду. Ну, как вы там вместились? Нормально. Ты часиков через 3 хавчика занеси. Хорошо. И никому не говори, что я у тебя затихарился. Но это само собой. Блин, постоянно забываю, где этот сраный выключатель. Ага, вот он. Здорово, Вань. Через сутки бобер решил проверить, как там трахмашина со своими друзьями. Вы там живые? Да. А чё, не едите ничего? Я уже сутки жратву вам ношу, а вы даже не прикоснулись к ней. Спасибо, бобер, но мы сыты плодами любви. Ну хорошо, ты только шкурки от своих плодов в окно не выбрасывай, а то мои гуси давятся.